Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Как же ему нравится. Девятое место. Вы тоже это увидели. Нога Тэхёна лежит на колене Чонгука. Восьмое место. Совпадение или нет? Чонгук, на что ты намекаешь? Почему я вижу это впервые? Дилоулу Тайм, брат Чонгука, сегодня запостил в сторис пленочный фотоаппарат, а через час в нас прилетает постер фотобука Тэхёна. Какое совпадение, это чисто мое наблюдение, ничего не утверждаю. Седьмое место. После всех этих лет всегда. Шестое место. Поведение пары. Любовь Чонгука к животику Тэхёна. Как обозначить свое пособие от Ким Тэхёна? Чонгук выбрал свое сердечко. У Чонгука были мурашки по коже, когда Тэхён поцеловал его в шею. Пятое место, когда Эхён сказал Чонгуку, чтобы не говорили, ты лучший из лучших, на мой взгляд. У них все стабильно, всерьез и надолго. Четвертое место. Забота. Тэхён с такой любовью и восхищением всегда поддерживает своего любимку. Тэхён сказал: «Ребят, вы же видели 3D Чонгука. Это действительно круто, правда? Это так круто, что я чуть не выругался. Обычно я не ругаюсь, но это правда круто. Вау, как и ожидалось, наш золотой Чонгук. Сейчас мне 3D нравится больше, чем Seven, поэтому в последнее время я слушаю 3D».
В 2016 году Чангук и Тэхён в аэропорте. То, как маска полностью закрывает лицо Тэхёна. Чангук просто сказал: «Дай помогу, где твои прекрасные глазки, их не видно». Третье место. Новости Чангука и Тэхёна. Обновление Weverse. Привет. Это хайп. В ознаменование выпуска фотокниги Тэхёна Type 1 мы хотели бы анонсировать Artspos Type 1. Это специальная выставка, посвященная моментам полного расслабления, которые являются главной темой фотокниги Тэхёна Type 1. Фанаты смогут посетить ее в нескольких городах с июля по август. Artspos Type 1 будет включать в себя множество зон. Здесь будут выставочные и развлекательные зоны, где вы сможете вблизи увидеть моменты отдыха артиста. Каким же невероятным был Тэхён во время своей соло-эры. Джин в Инстаграм. Чангук. Я обнаружил это в компании, надел и забираю себе. Джин одет в официальный мерч. Реклама сама себя не прорекламирует. Сейчас бы в эти прекрасные глазки заглянуть хотя бы на секундочку. Сегодня на Weverse стартовала 4-я волна продаж фотобука Тэхёна и опять полный солд-аут. У меня определенно зависимость от этой неповторимой улыбки. В своей недавней передаче на PD упомянул, что видел Тэхёна в его выходной день и отметил, насколько он был шокирован телосложением Тэхёна. Его тело сильно набрало форму. Его фигура – это не шутка. Сейчас он полностью похож на Терминатора. Тэхёну очень нравится его военная служба. Когда я иногда разговариваю с ним по телефону, я слышу, что у него действительно все хорошо в армии, и люди вокруг него тоже очень приятные. Короче говоря, у Тэхёна все хорошо, и он здоров. Это как церемония бракосочетания, где оба в предвкушении ночи. Заметили синхронность языков? Этот мем сам собой просился.
профессор лингвистики Оксфордского университета и автор книг Чо Чжи-ин в своем блоге назвал слово «барахэ» языком будущего. Фраза принадлежит Тэхёну и является продуктом культурного наследия. И нам очень повезло, что именно Тэхён, человек, который любит своих поклонников, владеет барахэй. Что значит шлифовка? По сообщениям СМИ, Джин появится в шоу «Один дома», а также он готовит новую песню. «Один дома» — это еженедельное развлекательное шоу, транслируемое на канале MBC. Новые кадры с Хосоком. Агентство Big Hit подтвердило участие Джина на открытии Олимпийских игр в Париже. Джин из BTS станет факелоносцем летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, открытие которых пройдет 27 июля. Хотя конкретный график не разглашается, ожидается, что Джин примет участие в эстафете огня и распространит послание гармонии и мира. Момент, когда весь мир умер, потому что какого черта Ким Тэхён. Локаций, в которых будет проходить выставка Тэхёна. Центр современного искусства, платформа L в Сеуле. М-Квартьё в Бангкоке. Бриз, Наньшань, Тайбэй. Метрополис в Метротауне, Ванкувер. Эджмор, Лос-Анджелес. 9-й корпус, Токио. Его очаровательная реакция на комплименты. Закрытые уши во время смущения и легендарное трогательное спасибо. СМИ пишут, Чимин и Чангук сыграют главные роли в новом реалити-шоу о путешествиях под названием «Are You Sure?», премьера которого состоится эксклюзивно на Disney+ 8 августа. Снятый в 2023 году, 8-серийный сериал повествует о Чимине и Чангуке, которые посещают живописные места в штате Нью-Йорк, США, острове Чеджу, Южная Корея и Саппоро, Япония. Пресс-релиз обещает веселую поездку с Чимином и Чангуком во время того, когда они кушают, ходят по магазинам, готовят, разбивают лагерь, катаются на каноэ, плавают и путешествуют вместе. После первой премьеры 8 августа новые эпизоды будут выходить каждый четверг по 19 сентября. Первое реалити-шоу о путешествиях для дуэта даст более глубокий взгляд на их трогательную дружбу,
поскольку они связываются во время множества незабываемых моментов во время поездки. Погружаясь в разные культуры, исследуя различные насыщенные действиями мероприятия и пробуя местную кухню. Для некоторых это очень болезненная тема, потому я спешу вас успокоить. Вы видите разницу? Видите, знаю, поэтому всем, кто разволновался и распереживался, советую принять 100 грамм и выдохнуть. Ничего нового вы не увидите, кроме миллиона камер кучи и персонала. Это просто шоу. Давайте посмотрим прекрасное шоу и порадуемся за ребят, что они прекрасно отдохнули. Я тоже так хочу, потому что никто и никогда не выставит личное, кроме самих парней. Ну, собственно, как это делают наши котята. Наконец-то компания выпустила это шоу для соседей, так что, надеюсь, на некоторое время они оставят наших мальчиков в покое. Не могу радоваться этому, зная, что Чонгук был занят продвижением, простужен, у него была повреждена нога, и он был заметно измотан. Но, к сожалению, это работа, и компания безжалостна, но каждому свое. Давайте будем продолжать поддерживать парней, слушать их музыку, голосовать за них и радоваться их достижениям. Компании, стремящиеся расти и расширяться, желают стать представителями по-настоящему сильного бренда. Истинным подтверждением вашего влияния является достижение впечатляющих результатов. Тэхён-эффект усилился в бренде Тэхёна, он сам по себе является брендом. Видео Чонгука, посвященное первой годовщине Seven и выпуску Never Let Go его японскими фанатами. Фанаты теряются в догадках. Помните поздравление Тэхёна с Чусаком на Вевос? И этот кадр из тизера предстоящего шоу. А что, если Тэхён станет приглашенным гостем в одном из эпизодов шоу? Вспомним, как Чонгук танцевал под песню Тэхёна и как он чувствовал, пропуская каждую ноту через себя. Сегодня мы празднуем 300 дней со дня выхода дебютного альбома Тэхёна Лэйоува. Вечная классика. Альбом был выбран вторым лучшим кей-поп альбомом 2023 года. Альбом мгновенно стал мировым хитом после выпуска и к настоящему времени занял первое место в чарте альбомов в 103 странах на iTunes. Недавно, даже после нескольких месяцев выпуска, продажи физических альбомов вновь достигли первого места в ежедневном чарте Хэнтиоу с почти 14 тысячами продаж. Альбом Тэхёна Лэйоува превысил почти 2 миллиарда прослушиваний на Spotify за 289 дней. Каждый трек также превысил 100 миллионов прослушиваний. Лэйоува получил награду «Альбом года» на церемонии SEC Awards 2024 и награду «Любимый дебютный альбом» на церемонии Heartradio Music Awards 2024. Он может притворяться секси-мачо сколько угодно, но все мы знаем, какой он на самом деле.
СМИ пишут, Джин носит футболку Чангука. Джин показал свою любовь к Чангуку. 2 числа Джин опубликовал обновление в своих социальных сетях, написав: «У компании Чангука есть это, поэтому я собираюсь это надеть». Была замечена знакомая футболка. Чангук одет в мерч, посвященный выходу его первого сольного альбома «Golden». Поза также привлекала внимание, так как Джин намеревался догнать Чангука. Он положил одну руку на макушку и бросил на камеру милый взгляд. Пользователи сети прокомментировали: «Самое молодое сотрудничество, красивые и веселые, и ух ты, они так влюблены». Тем временем, послевоенная деятельность Джина в самом разгаре. Он едет в Париж, Франция, чтобы принять участие в качестве олимпийского факелоносца. Он также закончил съемки для BBC TV и It is Good to Be Well Rested. Любовь, которая будет длиться вечно. Пост о Чангуке набрал более 52 тысяч просмотров и более 200 комментариев на Pen8. Нетизены объясняли, почему знаменитостям так нравится Чангук, хваля его таланты. Более 200 айдолов исполняли песни Чангука. Чангук – кумир знаменитостей. Подпись Тэхёна выглядит как произведение искусства. Такая же, как и он, красивая и уникальная. Просто примите все эти поцелуи от Чангука. Пользователи сети обсуждают, почему знаменитостям так нравится Чангук. У него потрясающие навыки, его внешность и голос идеальны. Удивительно, что Чангука выбирают в первую очередь актеры-мужчины. Сколько актеров-мужчин снялись в Standing Next to You? Есть много актеров-мужчин, которые говорят, что Чангук хорошо поет, и он им нравится. Есть много актрис, которые являются поклонницами Чангука. Почти все молодые мужчины, айдолы, сегодня говорят, что Чангук является для них образцом для подражания. Имя Чангука появляется в развлекательных шоу. Более 200 айдолов участвовали в конкурсах песен Чангука. В настоящее время Чангук – кумир знаменитости, он очень красив и хорошо поет. Вчера, во время просмотра игрового зала Yours Arcade в Room, Ли Йонджи угадал песню Чангука за 1 секунду. Ан Юджин танцевал под Seven во время перерыва. Я думаю, что он определенно оказал большое влияние как сольный исполнитель и выступил действительно хорошо. Его выступление на Таймс-сквер было настолько хорошим, что я ахнул, когда посмотрел видео начала полноценного соло. Шестиугольное лицо, тело знаменитости, личность, танцы, пение, рэп, рисование, физические упражнения, иностранный язык, трудолюбивый гений. Кажется, многие не-фанаты узнали его после выступления на чемпионате мира, и мне кажется, что он идеален, потому что в прошлом году мне действительно показалось, что он поднял эту тему с большим мастерством. Нормальному человеку понравился бы Чангук, потому что каждый пытается показать, что у него хороший взгляд на вещи. В этом есть смысл, потому что песня хорошая, а сцена классная. Ан Хе Соп также пел «Standing Next to You» на встрече с фанатами, и было упомянуто так много актеров. Но Чангук произвел фурор, так что я признаю, что он талантлив и трудолюбив, так что он искренен во всем, что он делает. Но есть ли на самом деле кто-нибудь, кто поет лучше Чангука? Есть ли кто-нибудь, кто танцует лучше Чангука? Есть ли кто-нибудь, кто выглядит лучше Чангука? Есть ли кто-нибудь с телосложением лучше, чем у Гука?
Есть ли кто-нибудь? Но, похоже, единственный человек в нашей стране, который может сделать все это с такой грубой силой, это Чангук. Его звездная сила потрясающая. Он действительно делает все это с первоклассными навыками в плане лица, пения, танцев и телосложения, так что он действительно потрясающий. Он почти как бог. Честно говоря, в моих глазах Чангук выделяется там больше всех. Даже если мы предположим, что Бан Си Хек стал поклонником BTS благодаря знаменитому маркетингу, о котором он упоминал, факт остается фактом. Чангук выделяется там больше всего. Но если вы на самом деле не попробуете Чангука, вы не узнаете его истинного облика. Для справки, я знал только, что Чангук красив и хорош в живых выступлениях, но я стал его фанатом после того, как увидел его соло. Первое, что потрясло меня после того, как я стал фанатом Чангука, это то, что я был его поклонником в течение 9 лет, начиная со средней школы, и он делает вещи, которые не могли сделать другие мои кумиры, на которые я был фанатом, вещи, на которые я никогда бы не осмелился, если бы они были возможны так легко. Ах, конечно, у меня хорошие чувства ко всем им, как к старым поклонникам Азерс, и я все еще надеюсь, что у них все будет хорошо в будущем, но после того, как я стал фанатом Чангука, я ничего не могу поделать. Ну, можете называть меня дураком или преувеличивать, но Чангук на самом деле не заставляет фанатов чувствовать разочарование или грусть до такой степени. Конечно, досадно, что он поступил на службу сразу же после того, как добился огромного сольного успеха. Тэхён любит тискать щеки Чангука. Помните девушку, которая двойник Чангука, Така Сай, жена актера Шимхёна? Чангука пригласили на вечеринку в честь первой годовщины свадьбы пары. Начнем этот день с влюбленных друг в друга малышей Тэйкук. Каждый раз мурашки от этого момента. То, как Тэхён смело подошел и прикоснулся губами к Чангуку, и то, как Чангук растерялся, но потом увидел, кто это сделал, и запел снова. Это убийственная ухмылка. Когда Тэхён смотрит в камеру сверху вниз. Второе место – это так интимно. Когда обнимать его – потребность номер один.
Им так хорошо вместе. Первое место. Из серии «Да когда уже вы поцелуетесь?» Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения